Добрый день, друзья! Сегодня займемся пересадками. У меня очень много непересаженных орхидей, и одну из орхидей, которую уже просто нужно пересаживать, я вам сегодня покажу. Она была куплена в начале июня, долго стоит в своем покупном горшке, уже раскуклила корни, даже уже засушила цветонос, вырастила 2 листика. Пора пересаживать. Я буду оставлять ссылочки в правом верхнем углу экрана и под видео. Это как раз будет по теме, то, что касается этой орхидеи, потому что я вам ее не раз показывала. Это Summer Bright. Даже от большого корня, который не в горшке, с краешку она начала прям в самом-самом краю она начала раскукливать корень. Ну и здесь уже есть тоже новые растущие корни. Листики замечательные. Давайте ее разбирать, смотреть, что мы будем с ней делать. И, конечно же, посмотреть корни. Интересно, какие же корни в горшке. Так, ну держатель цветоноса нам уже точно не нужен. Его мы сразу убираем. И сухой цветонос обрезаем. Здесь и обрабатывать ничего не нужно будет. Я его просто обрезаю. Орхидею я вчера поливала, поэтому корни у нее зеленые. И постараемся без потерь вынуть орхидею из горшка. Нажимаем в пустых местах, где нет корней, потому что корни очень любят прирастать к горшочку. Ну вот, все прошло удачно. Главное не торопиться. Так, что у нас за грунт? Есть кора, немного кокосовых чипсов, ну, впрочем, как всегда. И, конечно же, есть торфяной стакан. Поливала я эту орхидею все время по краю горшка. Вот он, торфяной стакан внутри, который развалился уже на 2 половинки. Вот одна половинка. Вот смотрите, даже при том, что я поливала, он немного влажный, но не мокрый. Так, и вторая половинка. Легко все снимается. И вот такой полив по краю горшка, не задевая торфяной стакан. Смотрите, ни одного гнилого корня. Я не беру там вот внутри маленький сухой, но гнилых корней нет. Все корни хорошие. Опять есть молодые росты, есть раскукленные корни. Вот хорошие корни. Посадить орхидею с такими корнями просто будет одно удовольствие. Маленький фласочный сухой листик убираем. Корни сейчас, конечно, я промою обязательно под водой. Как я это делаю, ссылочку я вам опять же оставлю. Так, вот еще старый листик маленький. Я их сразу уберу. Вот они, малышки. Какая-то прямо идеальная орхидея получилась. Ну все, сейчас промою корни, и мы ее просто посадим. Подберем под нее горшок и посадим. На белые корни никогда, кто не знает, не обращайте внимания. Это те корни, которые не были
доступны к свету, поэтому они внутри горшка беленькие, но они все хорошие. Я промыла орхидею, увидела вот здесь небольшие кончики сухие корней. Это я сейчас все отрежу. И вот здесь внутри, так, еще кончик сухой нашла, вот он. До живого не дорезаю, поэтому обрабатывать ничего не буду. Здесь внутри был один сухой, он, видимо, отлетел, и один корешок мне не нравится. Сейчас я вам его покажу, он сломанный. Его все равно, он не будет уже работать, его можно отрезать. Вот он болтается, вот его можно отрезать. На стволике орхидеи нужно обязательно убрать все чешуйки, которые были от старых листиков. Вот видите, грязь такая. Это все аккуратно убираю пинцетом. Если мы все эти чешуечки уберем, там останется чистое основание. Казалось, что оно какое-то там черное, но это именно были чешуйки на самом основании. Я когда промываю орхидею, я никогда специально ей корни, если они там сплетены, смотрят вверх, вниз, я никогда специально корни не расплетаю. Вот как они смотрят вверх, вниз, вот насколько они сами в воде расплелись, так я их и оставляю. Не нужно их специально как-то распрямлять для того, чтобы посадить. Нет, орхидеи так удобно было расти, значит, так она и продолжит расти. Приготовила 2 горшка, но сразу вижу, что горшок понадобится тот, который побольше. Горшок Левенгрин, двойной. Снимаю наклейку. И на горшке написано, что объемом он 2,3 литра. Диаметр 17, высота 15,5 сантиметров. Ну, эту наклеечку я оставлю. Сейчас я померяю и покажу вам, как помещаются корни в горшке. Так, помещаются идеально. Эти корни я оставляю воздушными, потому что они и были воздушные. Пусть так и остаются. Теперь, когда промываете, обязательно в пазухах остается вода. Можно посадить орхидею, потом протереть. Или сразу протираете, а потом сажаете. Ну, как вам удобно. Я сначала посажу, а потом буду протирать. Кто следит за моим каналом постоянно и смотрит постоянно мои видео, знает, что у меня все орхидеи растут в керамзите. У меня есть целый плейлист про посадки орхидей. Кому интересно, смотрите, я использовала раньше и перлит, и пеностекло. Но пришла к выводу, что мои орхидеи лучше всего растут в чистом грунте, не смешанным ни с чем. И чистый керамзит они принимают значительно лучше, чем, например, пеностекло. То есть, если добавлять пеностекло, это более влагоемкий грунт, получается, что дольше нужно, чтобы просыхала орхидея. И просыхает она неравномерно. Попало сюда пеностекло, попало сюда пеностекло. Здесь будет влажно, а керамзит уже просох. Поэтому я делаю только сейчас чистый керамзит. Обязательно он всегда у меня промытый. И сажаю я тоже во влажный керамзит. Потом даю орхидеи хорошо просохнуть. Хорошо, вот видны будут корни. Они должны быть хорошо просушены. После этого я только делаю первый полив орхидеи.
Как всегда, посадка очень простая, я просто засыпаю керамзитом. Если вы используете кору, пожалуйста, у кого-то прекрасно растут орхидеи в коре. У меня даже по нашему сухому климату в коре не очень хорошо себя чувствуют орхидеи. Не знаю почему. Казалось бы, климат у нас очень-очень сухой. Сейчас принесу вам даже... Сейчас пока не буду сажать, сейчас я вам покажу, как у нас сухо и какая у нас влажность в квартире. Сейчас у меня в комнате 25,5 градусов и влажность 34%. Казалось бы, очень маленькая влажность. И керамзит будет быстро просыхать. Вы знаете, но мне удобно. Удобно то, что небольшая влажность. Я чаще поливаю в керамзите, конечно, чем в коре. И мне очень удобно, когда я куда-то уезжаю. Бывает это там 2-3 раза в год. Мне очень удобно поставить орхидеи на мокрые пяточки и быть совершенно спокойной, что орхидеи не засохнут, ничего с ними не случится. Даже при том, что будет, например, очень жарко в квартире, когда будет включено отопление или еще что-то. Так что такая простая посадка меня вполне устраивает. Но я просто засыпаю керамзитом. Так, постучу обязательно по горшочку. И немножко выровняю орхидею, подсыпав вот сюда под корешки керамзит. Вот она стала ровненько. Вот такая нехитрая посадка. Еще скажу вам, что я не придерживаюсь фаз Луны. Ну, если попала в фазу Луны, замечательно. Не попала, для меня это не принципиальный вопрос. У меня орхидеи более принципиально для меня раскукленные корни у орхидеи и правильный полив. Если раскуклены корни у орхидеи, я могу посадить ее во влажный, в сухой, в любой керамзит. Абсолютно все равно, потому что орхидея будет в активном росте. Поэтому для нее будет неважно. Просто после посадки в сухой керамзит я буквально через сутки должна буду начать ее поливать. А здесь она у меня простоит 2-3 суток, а потом я ее буду поливать. Дождусь, пока просохнут корни. То есть она была в горшке, в котором был влажный грунт, поэтому грунт остался влажным и опять до просушки. То есть орхидеи не почувствуют этой пересадки. Но самое главное — это растущие и раскукленные корни. И теперь, если при промывке вы попали водой в точку роста, то берем салфеточку, уголочком салфеточки аккуратно протираем пазухи. Ну вот пока я сажала, у меня даже все и пазухи-то высохли, и протирать-то нечего. Но если осталась водичка, обязательно для того, чтобы орхидея не загнивала, обязательно протираем все пазухи и точку роста. Как всегда, посадка очень нехитрая, очень простая, но моим орхидеям это нравится. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте, с удовольствием на них отвечу. До новых встреч, друзья!